засыпай. Читать мы будем финскую сказку. Автор ее Сагриас Топелиус. Называется она «Сампо Лопаренок». Жили-были когда-то лопарь и лопарка, муж и жена. А знаешь ли ты, что за народ лопари и где они живут? Вот послушай, я тебе сейчас расскажу. Живут лопари далеко на севере, севернее, чем шведы, норвежцы и финны. Если ты взглянешь на большую карту, то увидишь, как будто бы белый колпак надет на голову Финляндии. Вот это и есть страна, где живут лопари. Называется она Лапландия. Удивительная эта страна. Полгода там не заходит солнце, и тогда ночью, так же как днем, совсем светло. А потом полгода длится непрерывная ночь, и тогда даже днем на небе сверкают звезды. Зима там тянется долгих 10 месяцев, почти весь год, а на весну, лето и осень остается всего лишь 2 месяца. Но лопари не боятся зимы, пусть хоть круглый год держится санный путь. Все они взрослые и маленькие, где угодно проедут в своих небольших, легких, похожих на лодочки, санях. А в упряжке там ходят не лошади, а олени. Ты когда-нибудь видел северного оленя? Он напоминает низкорослую лошадку. Шерсть у него серая, шея короткая, а его голову с большими ясными глазами украшают ветвистые рога. Когда олень бежит, кажется, будто ветер проносится по горам и холмам, сметая снежные тучи. А знаешь ли ты, из чего делают лопари свои дома? Не из дерева и не из камня, а из оленьих шкур. Построить такой дом очень просто. Надо взять несколько длинных тонких жердей, воткнуть их в снег, потом верхние концы жердей связать вместе и покрыть все это оленьими шкурами. Вот и все. Жилище готово. И называется оно не дом, не изба, а чум. Вверху оставляют небольшое отверстие. Оно замедляет в чуме печечную трубу. Когда в очаге разводят огонь, через это отверстие дым вытягивается наружу. Внизу же, с южной стороны, тоже оставляют отверстие. Оно служит дверью. Через него можно забраться в чум и выбраться из него. Вот так вот живут лопари. Вот такая эта страна. А теперь начнем сказку сначала. Жили-были в Лапландии муж и жена, лопарь и лопарка. Они жили в местечке Аймио на берегу реки Тена и Оки. Место это пустынное и дикое, но лопарю и его жене оно очень нравилось. Они были уверены, что нигде больше нет такого белого снега, таких ясных звезд и такого красивого северного сияния, как в Аймио. Здесь они построили себе чум. Чум получился у них хорошим. Так, по крайней мере, думали лопарь и лопарка. В нем было тепло, удобно, хотя спать надо было прямо на полу. У
ничего не могли сказать, потому что никто из них не умел говорить по-лапландски. Потом они уехали. Старой Лопарке очень понравились эти люди. Она часто вспоминала сладкий снег, который они привозили, и даже стала называть сына так же, как они. Лопаренок, Лопаренок. Но вот старому Лопарю это имя было не по душе. «Разве Сампо плохое имя?» — говорил он с досадой. «По-моему, это самое красивое имя, и оно еще принесет нашему сыну счастье и богатство. Вот увидишь, старуха, наш Сампо будет когда-нибудь первым человеком в Лапландии, повелителем 50 чумов и хозяином 1000 оленей». Очень может быть, но, по-моему, и Лопаренок неплохое имя. И она называла сына Лопаренком, а отец называл его Сампо. Поэтому мы будем звать его Сампо Лопаренок. А Сампо Лопаренок был крепкий, коренастый мальчуган. У него были черные волосы, черные глаза, маленький вздернутый носик. Словом, он как 2 капли воды походил на своего отца. А старый Лопарь слыл среди земляков первым красавцем. Сампо Лопаренку было всего 7 лет, но не всякий и в 15 успевает быть таким смелым и ловким. У него были свои собственные маленькие лыжи, на которых он, не задумываясь, съезжал с самого крутого холма, и свой маленький олень, которого он запрягал в свои собственные сани. Ах, ты бы видел, какой поднимается снежный вихрь, когда Сампо несется на своем олене по высоким сугробам, вниз, вверх, вверх, вниз. Маленького Лопаренка совсем не было видно, и только издалека в снежных облаках мелькала прядка его черных волос. «Нехорошо, что мальчик ездит один, куда ему вздумается», — сказала как-то мужу старая Лопарка. «Да вы гляди, на него нападут в горах волки или еще того хуже, золоторогий олень. Не было еще человека, который смог бы справиться с золоторогим оленем». А сам Лопаренок слышал все, что говорила мать, и сразу же решил, уж кто-кто, а он справится с золоторогим оленем. «Вот бы мне такого оленя, на нем, наверное, даже на Растекайс можно взобраться». Надо тебе сказать, что Растекайс — это самая высокая и самая неприступная гора во всей Лапландии. Ее голая вершина видна далеко кругом. «Перестань болтать перестань болтать глупости!» — прикрикнула Лопарка на сына. «Растекайс — это пристанище всякой нечистой силы. Там живет сам Еси». «Еси? А кто такой Еси?» «Ничего-то он не пропустит мимо ушей», — подумала старая Лопарка. Эх, пожалуй, не стоило говорить ему про Еси, хотя, может, это и к лучшему. Не помешает немного припугнуть его, чтобы отбить охоту ездить на Растекайс. Уж очень он смелый. И она сказала: «Еси — это горный король, страшный злой великан. Целый олень для него все равно, что для нас один кусочек мяса, а маленьких мальчиков он глотает сразу пригоршнями. Я бы не советовала собираться тебе на Растекайс». Сам бы же ничего не сказал, но про себя подумал: вот бы посмотреть на этого Еси. Издали, конечно. Было самое темное время года. Ни утра, ни дня, ни вечера. Всегда бесконечная ночь. Всегда светит луна и всегда горят звезды. И на темном небе полыхает северное сияние. Сам бы так давно не видел солнца, что он даже забыл, какое оно солнце. А когда отец и мать говорили о лете, он только и мог вспоминать, что летом очень много комаров, и они такие злые, что готовы съесть его живьем. Пусть бы совсем не было лета, только бы стало немного светлее, а то в темноте так трудно ходить на лыжах. И вот однажды в полдень, хотя темно было так же, как и в полночь, старый Лопарь позвал сына: «Подойди-ка сюда, Сампо, я хочу тебе кое-что показать».
Сампо выполз из чума. «Посмотри-ка, ну-ка, вон в ту сторону», — сказал отец и показал рукой на юг. Далеко-далеко на самом краю неба Сампо увидел узенькую красную полоску, очень похожую на красноватые отблески северного сияния. «Знаешь ли ты, что это такое?» «Это южное сияние», — ответил Сампо. Он прекрасно знал, где находится север, где юг, и сразу рассудил, что на юге не может быть северного сияния. Нет, это не южное сияние, это предвестник солнца. Завтра или послезавтра оно взойдет. Да, ты только погляди, как красиво освещена вершина Растекайса. Сампо повернулся на запад, и мрачная темная вершина Растекайса олела, словно выкрашенная красной краской, и снова подумал: ах, как хорошо бы было посмотреть сейчас на великана Хейси. Издали, конечно. Но ничего не сказал. Весь этот день и полночи Сампо Лопаренок только и думал о великане Хейси. Он даже не смог спать. Если бы хоть разочек, да хоть разочек увидеть горного короля, один только раз. Он думал, и наконец по-тихому выбрался из-под оленьих шкур, выполз из чума. Мороз стоял такой, что все вокруг так и сверкало, а снег под ногами скрипел от каждого шага. Но сам Лопаренок холода не боялся. На нем была меховая куртка, меховые штаны и меховые сапоги, меховая шапка и меховые рукавицы. А когда на тебе такой наряд, никакой мороз не страшен. Сам Лопаренок стоял около чума, смотрел на звезды, которые яркими огнями горели в небе, и вдруг он услышал, как его маленький олень скребет копытом снег. «А что, если я немного покатаюсь?» — подумал сам Лопаренок. Вот он так и сделал, запряг оленя в свои санки и помчался по огромному пустынному снежному полю. Не поехать ли мне в сторону Растекайса? Конечно, на самую гору я не буду взбираться, а только посмотрю, какая она вблизи. Решено и сделано. Сам Лопаренок погнал своего оленя через замерзшую реку, с берега вниз на лед, потом вверх на другой берег, а потом все дальше на запад, туда, где высилась темная вершина Растекайса. И вот сейчас ты слушаешь сказку про маленького Сампо. А знаешь ли ты песенку «Беги, мой олененок»? Эту песенку пел Сампо в то время, когда олень мчал его по снежным холмам. Беги, мой олененок, с ветвистыми рогами, по тундре занесенной пушистыми снегами. Вот пусть будет звонок под быстрыми ногами. Скорей, 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 здесь вьюги строят высокие сугробы. Скорей, здесь волки воют от голода и злобы. Скорей, олень, скорей. И верно, волки, точно серые собаки, уже бежали с санями. Сампо видел, как в темноте горят у них глаза. Но он нисколько не боялся волков. Он знал, что никогда волкам не догнать его доброго оленя. Эх, веселая была езда. С холма на холм, все вперед да вперед. У Сампо даже в ушах свистело. Копытца оленя дробно постукивали. Месяц в небе мчался с ним вперегонки, а высокие горы двигались навстречу. И вдруг раз — сани перевернулись. Сампо Лопаренок кубарем покатился в снег, а олень-то, не чуя беды, бежал все дальше. А сам Сампо даже не мог крикнуть «Тур!», потому что его рот был забит снегом. Прошло немало времени, пока Сампо Лопаренок выкарабкался из сугроба. Сначала все происшествие показалось ему даже забавным, и в этом нет ничего удивительного. Он был цел, невредим и совсем не ушибся. Сампо Лопаренок огляделся по сторонам, а всюду снег, снег, снежные поля, снежные горы. Одна гора была выше всех, и Сампо догадался — это Растекайс. Черная длинная тень от нее падала на снег. Вот здесь, на этой горе, и живет злой великан
король увидит его, да проглотит, словно жалкого маленького комара. Сам полопаренок даже заплакал от страха. Ну, посуди сам. Стоит ли плакать, если слезы сразу же замерзают и точно горошины скатываются по мохнатой куртке? Сам полупаренок подумал и решил, что не стоит. Тем более мороз с каждой минутой прохватывал его сильнее и сильнее. Ему уже приходилось приплясывать на месте, чтобы не замерзнуть. Какие же могут быть слезы, когда пляшешь? Скоро сам полупаренок немножко согрелся, повеселел. Пойду-ка я к горному королю. Если он захочет меня съесть, пусть будет так. Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы он съел волков, которые здесь рыщут. Они пожирнее, чем я. Да и кроме того, на мне ведь столько всего надето. Куртка, штаны, шапка, рукавицы, сапоги. А у волка всего одна шкурка. Сам полупаренок смело зашагал к Растекайсу. Он уже был у самого подножья горы, как услышал, что кто-то за его спиной тихо ступает по снегу. Сам полупаренок оглянулся, и в 2 шагах от него стоял огромный косматый волк. Маленькое сердечко Сампа забилось сильнее, но он и виду не показал, что испугался. «Эй, не вздумай меня съесть! Я иду к горному королю. У меня к нему очень важное дело. И если тебе дорога шкура, советую не трогать меня». «Ну-ну, потише», — сказал волк. «Да-да, на Растекайсе звери умеют разговаривать. Кто ты такой?» «Меня зовут сам полупаренок. А ты кто такой?» «Я вожак волчьей стаи, его величество горного короля. Сейчас я рыскал по всем горам и равнинам и созывал подданных короля на праздник ночи. Раз уж нам с тобой по дороге, садись ко мне на спину, я тебя довезу до вершины». Сам полупаренок не стал долго раздумывать, вскочил на волка, и помчались они через горные ущелья и пропасти. «Скажи, пожалуйста, а что это за праздник ночи, о котором ты говорил?» — спросил по дороге Сампа. «Неужели ты не знаешь? Сегодня должно взойти солнце. Перед его восходом на Растекайсе собираются все звери, все тролли, гномы, какие только живут на севере. Они сходятся сюда для того, чтобы проститься с ночью. И пока длится этот праздник, никто никого не смеет обижать. Таков закон его величества горного короля Хейси. Поэтому-то я тебя и не съел. Твое счастье, сам полупаренок, что мы встретились в такой час. А то от тебя давно бы не осталось даже косточки». «А что, горный король тоже никого сейчас не трогает?» «Ну, конечно. Никто, даже сам король, не посмеет тронуть тебя. Целый час на Растекайсе царит мир. Олени в это время разгуливают под носом у медведей. Горные крысы мирно беседуют с росомахами. Но плохо тебе придется, если ты останешься на Растекайсе хоть на одну лишнюю минуту. 100 000 волков и 1000 медведей набросятся на тебя. А если даже ты уйдешь от них, то тебе не уйти от горного короля». «Милый волк, а ты не будешь ли таким добрым и не поможешь ли мне вовремя выбраться отсюда?» — робко спросил сам полупаренок. Волк рассмеялся. «Да, не надейся на это, мой дорогой Сампа. Признаюсь тебе по совести, я первый схвачу тебя за горло. Я вижу, что ты неплохо откормлен, и я с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится». «Ох, не лучше ли мне вернуться назад?» — подумал Сампа, но было слишком поздно. Они уже взобрались на самую вершину Растекайса. «Так вот какой это горный король!» Сам поглядел на него во все глаза. Горный король сидел на троне из каменных скал, свысока посматривал на своих подданных. Глаза у него были как 2 полные луны, нос был похож на горную вершину, рот был как расселена в скале, а борода была как застывший водопад. Руки были длинные и толстые, как стволы горных сосен. Пальцы были цепкие, как еловые ветви. Ноги были как утесы, а одежда была его, как снеговая гора. Вот какой был горный король Хейси. А если ты спросишь,
спросишь, неужели сам полупаренок мог в ночной темноте разглядеть горного короля? Я тебе скажу, снег внизу так блестел, а вверху в небе играло яркое северное сияние, что все было видно, как будто днем. Возле горного короля толпились тысячи гномов и троллей. Ты знаешь, какие они? С головы до пят они совсем серые, у них серые волосы, серые носы, серые глаза, серые щеки, серые руки, серые ноги. И они такие маленькие-маленькие, что следы их ног на снегу легко принять за беличьи. Сейчас гномы и тролли собрались на вершине, растекаясь со всего света, отовсюду, где царит мрак и холод, с новой земли, Шпицбергена, из Исландии, из Гренландии и даже с Северного полюса. Все они очень боялись солнца и были рады, если бы солнце никогда не всходило. Раз уж оно зашло за пустынные горы, пусть там и остается. Немного поодаль от королевского трона выстроились все звери, большие, маленькие, какие только возятся в Лапландии. Тут были свирепые медведи, коварные волки, хитрые росомахи, короткие олени, пронырливые горные крысы, бойкие олени-блохи. Только комары не явились на праздник. Они так замерзли, что не могли шевельнуть даже крылышками. А сам полупаренок слез потихоньку со спины волка, спрятался за высоким выступом скалы. Отсюда ему было отлично видно, а его самого не видел никто. Вот горный король тряхнул головой, и сразу в синем ночном небе еще сильнее заполыхало северное сияние. Оно охватило весь небосвод длинными бледно-красными лучами. В воздухе послышался треск, гудение, словно загорелся лес, и огонь с шумом взбегал по стволам сосен. Северное сияние то разгоралось, то угасало, то ярко вспыхивало, то бледнело, как будто бы ветер порывами проносился над снежными горами. А горный король был очень доволен. Он ударил в ладошки, и ответом ему загрохотали глухие раскаты горных облаков, а эхо повторило их в глубоких ущельях. Гномы, тролли завизжали от радости, звери завыли от страха, и вдруг над землей раздался громовой голос горного короля. «Солнце не смеет больше показываться, так я хочу, так будет, так должно быть». Послушное эхо повторило его слова. «Так будет, так будет, так будет, так должно быть, так должно быть, так должно быть». Гномы и тролли страшно обрадовались. Да здравствует вечная тьма и вечный холод. Так хочет король, так будет, так должно быть. Но тут среди зверей поднялся глухой ропот. Волки, медведи, пожалуй, были согласны, чтобы вечный мрак и вечная тьма царили на земле. Горные крысы были того же мнения. А вот северные олени и другие звери ничего не имели против лета, хотя лапландские комары порядком заводили их в летние месяцы. Что же касается маленькой олени-блохи, то она решительно запротестовала против вечной зимы и вечной ночи. «Как же так?» – пропищала блоха, подпрыгнув повыше, чтобы ее все видели. «Как же так? Мы ведь собрались здесь на растягайзе, чтобы проститься с ночью». «Замолчи, жалкая тля!» – заревел белый медведь. «Сегодня у нас праздник не такой, как всегда. Сегодня будет настоящее веселье. Солнце никогда больше не взойдет. Солнце погасло. Солнце умерло». «Солнце погасло, солнце умерло», — завыли волки. И даже ледяные горы и каменные скалы содрогнулись от ужаса. А тролли, гномы с Северного полюса принялись прыгать да хлопать в ладошки. И снова над пустынной землей прогремел голос горного короля. «Знаете все, солнце погасло, солнце умерло. Все живое на земле будет теперь поклоняться мне, королю вечной зимы и вечной ночи». Тут уж сам полупаренок не мог выдержать. Он вышел из своего убежища, задрав голову, и крикнул: «Ты лжешь, горный король! Ты лжешь! Солнце не умерло! Я сам видел вчера на небе его концов. Солнце взойдет, и твоя борода растает, как только солнечные лучи покажутся над землей.
неслыханная дерзость. Горный король весь потемнел от гнева. Черные снежные тучи сошлись над его головой. «Ты кто такой? Как ты смеешь со мной спорить?» «Почему же мне не спорить с тобой, если ты говоришь неправду? А если ты хочешь знать, как меня зовут, изволь, я скажу тебе. Отец меня зовет Сампо, а мать...» Но горный король не стал его дослушивать. «Для того, чтобы проглотить тебя, мне достаточно знать, как зовет тебя отец». И забыв свой собственный закон, горный король протянул огромную ручище, чтобы раздавить Сампо Лопаренка. Но тут вдруг северное сияние померкло, и яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо горного короля. Горный король зажмурился, опустил руку, и тогда все увидели, что золотой край солнца стал медленно и торжественно подниматься над землей. Солнце осветило горные хребты, ущелья и снежные пустыни, заледеневшие сугроб, осветило всех гномов, троллей, всех больших и маленьких зверей и храброго Сампо Лопаренка. Солнце весело посмотрело всем в глаза, заглянуло во все сердца, и всем почему-то стало весело. Даже тролли и гномы Северного полюса, которые больше всех хотели, чтобы солнце умерло, вдруг обрадовались, когда оно взошло. Правда, они все время отворачивались от солнца, но это было одно притворство. И дело кончилось тем, что на радостях они стали кувыркаться и ходить вверх ногами. Даже горный король со страхом заметил, что у него самого оттаивает сердце. Но что было еще хуже, начала таять его борода, и скоро она быстрыми ручьями побежала по его снеговой одежде. Трудно сказать, сколько прошло времени с тех пор, как взошло седло, как взошло солнце. Никто об этом не думал, даже Сампо Лопаренок. Но вдруг он услышал, как за его спиной олень сказал своему детенышу: «Пойдем, мой сын, пора. Надо скорее уходить отсюда, пока волки не смеют нас тронуть». И тут-то Сампо вспомнил, какая опасность грозит ему, если он останется хотя бы на одну лишнюю минуту тут. Он огляделся по сторонам, олени уже все почти ушли, и вдруг он увидел великолепного оленя с чудесными золотыми рогами. Недолго думая, Сампо Лопаренок вскочил на него верхом, и понеслись они во весь дух вниз по крутому склону с горы. В другое время, златорогий, олень ни за что бы не позволил человеку сесть к тебе на спину, но сейчас он не обратил на это никакое внимания. «Что за топот слышен позади нас?» — спросил Сампо Лопаренок, когда они были на середине горы. «Это тысячи медведей гонятся за нами, чтобы растерзать нас на куски. Но не бойся, еще ни одному медведю не удавалось схватить меня за копытца». И он мчался через обрывы, пропасти, все вперед и вперед. «Что это так громко пыхтит позади нас?» «О, это 100 тысяч волков гонятся за нами, чтобы съесть нас живьем. Но не бойся, еще не было на земле волка, который бы догнал меня». И олень понесся так быстро, что его копыта едва касались земли. «Что это за гром гремит позади нас? Может быть, это горы обвалились?» «Нет, это сам горный король шагает своими 7-мильными шагами вдогонку за нами. Теперь
он стучит. Ты еще спрашиваешь, кто стучит? Это я. Отворяй дверь горному королю. У тебя тут спрятался мальчишка, который посмел спорить со мной. Отдай его мне. Я сейчас проглочу. Я его сейчас проглочу. Ах, Ваше Величество, вам придется немного подождать, вежливо сказал учитель. Я должен надеть свой парадный костюм, повязать галстук, чтобы достойно встретить такого высокого гостя. Ладно уж, да смотри, поторапливайся, а не то я тебя тоже проглочу, хоть ты и без галстука. Нет, 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 как можно, Ваше Величество, я непременно должен повязать галстук. Потом он поманил Самбала паренка к себе и тихонько спросил: откуда ты, малыш? Я никогда не видел тебя в школе. А я и не был раньше в школе. Я живу на берегу реки Тен-Йоги. Как же ты тогда сюда попал? Видите ли, я был на вершине Растекайса, и мы с горным королем поспорили. Он сказал, что солнце никогда больше не взойдет, а я сказал, что оно непременно взойдет. И я был прав. Но все-таки горный король почему-то хочет меня съесть. Это, конечно, несправедливо, сказал учитель. А скажи, как тебя зовут? Мать меня зовет Лопаренком, а отец? Но в это время стены домика опять зашатались. Ну скоро ли ты будешь готов? Сейчас, Ваше Величество. А сам подошел к печке, которая почти совсем погасла, подбросил несколько поленьев, пламя мигом вспыхнуло, и жаркий огонь загудел в трубе. Эй ты, советую тебе поторопиться, а не то я растопчу сейчас твой дом. И он уже занес было ногу над крышей, но сразу отдернул, потому что из трубы посыпались искры, и великан так обжег себе пятку, что чуть было не завыл от боли. Тут как раз дверь отворилась, и вышел. Шея у него была повязана самым лучшим в красную горошинку галстуком, а в руках у него была яркая лампа. Он поднял лампу как можно выше и почтительно сказал: прошу простить меня, Ваше Величество, что я заставила вас ждать. Но горный король не дал ему закончить. Как ты смеешь светить мне в глаза? Мне, королю вечного мрака. Где мальчишка? Я спрашиваю, где мальчишка, который осмелился со мной спорить? Его зовут Сампа. Сампа? Простите, Ваше Величество, но здесь нет такого мальчика. Если хотите, можете сами поглядеть. Что? Ты, кажется, вздумал тоже со мной спорить? Загремел горный король, протянул свою страшную ручищу, чтобы схватить учителя. Но он так боялся лампы, то открыть глаза. Он не решился, поэтому учителю ничего не стоило увернуться от горного короля. Он ушел, можно сказать, прямо у него из-под рук. Тут уж горный король разбушевался не на шутку. Он топал ногами, тряс головой и в конце концов разразился такой метелью, что в один миг весь домик был занесен снегом до самой крыши. Только кончик трубы высовывался еще наружу, но скоро и его стало не видно. Когда горный король решился приоткрыть глаза, кругом был мрак, холод и снег. Ну-ка, теперь не поспорь со мной, закричал горный король и, прихрамывая, зашагал к себе на Растекайс. С тех пор больше никто никогда не встречал горного короля. Видно, он не решается больше спускаться с вершины Растекайса. А на утро же взошло солнце, снег растаял, и маленький домик учителя снова стоял, как ни в чем не бывало. Сам полупаренок же поблагодарил учителя и стал собираться. Учитель дал ему свои сани, а сам полупаренок запряг в них золоторогого оленя, и они помчались к берегам реки Тен-Йоги, домой, к родным местам. Старый лопарь и лопарька-то уже и не надеялись увидеть сына живым. Маленький олень-то давно вернулся один, с пустыми санями. Как же тут было не подумать, что сам полупаренок
из деревянных яслей, но золоторогому оленю очень нравилось и это угощение. А когда Самбо вырос и стал умным и храбрым, как школьный учитель, он сделал своему другу серебряные ясли и каждый день засыпал в них зерно из чистого золота. Но это совсем другая история,